люди заполняют анкеты, сколько слов, там, сколько повторов, возможно, во всех анкетах. Распределение, чтобы узнать тоже, насколько наш датасет там сбалансирован, сколько в нем слов. Это более общая информация. WordCloud также это для статистики посмотреть. Тут нет никакого машинного обучения, это просто слова по количеству их вхождений по каждому из категорий. Поэтому вот, перейдем к более уже интересной теме. Это эмоциональный оттенок, то есть sentiment-анализ. Возможно, кто уже слышал. Здесь мы использовали API, которое предоставляет Microsoft. Это API Cognitive Service. В нем есть пакет Text Analysis, и он может предоставлять, мы подаем ему просто как request, подаем ему какую-то строку, и он response возвращает нам позитив или негатив с каким-то конфиденсом. То есть мы можем посмотреть, насколько человек пишет негативно или позитивно. Ну, в нашем случае никто практически негативно не отзывался, что хорошо о компании, поэтому был выбран такой промежуточный вариант. Это человек, который пишет в таком ключе более авторитарном, то есть как там сотрудник обязан или вот там сотрудник должен, то есть как подчиненный. Вот. И это API Microsoft также это улавливает и выдает нам как негатив. Ну и вот более интересная уже тема про моделирование. Это латентное размещение дирехле. То есть вот нам нужно, у нас есть, мы препроцессили данные, у нас есть просто набор слов, есть статистика, есть вхождение количества слов, это все круто, но теперь нам нужно узнать какую-то вот эту общую структуру ДНК нашей компании, то есть как нам это понять по каждому из вопросов. Потому что у нас, напоминаю, в анкете ценностей есть разные вопросы, ну, допустим, там признание, как человек хочет, чтобы его признавали, и как он будет признавать компанию. И для этого было несколько проверено модели. Вот латентное размещение дирехле – это продолжение, такое логическое продолжение латентно-семантического анализа, которое было там еще в 90-х. Вот, и более на наглядных картиночках вот можно показать на примере хлеба, авокадо и бекона. Вот у нас, допустим, есть разные документы. Документ 0 – это, вот, допустим, ответ одного человека, это документ. И есть разные темы. Темы вот в этих всех методах выбираются самим человеком. То есть мы выбрали темы, это столько, сколько вопросов у нас есть в анкете ценностей. Тут также считается количество вхождений слов в этот документ, но считается по всем документам все темы, которые у нас есть. Строятся две матрицы по вхождению, ну и у нас есть две матрицы. Это вероятности темы по словам и вероятности темы по всем документам. Вот. Уже лучше объяснить более на формулах. Вот. Мы строим вот эти две таблицы, и у нас вот документы – это распределение тем. То есть у нас, допустим, каждый документ, у него есть, если взять там условно-бинарную какую-то классификацию, там темы коты и собаки. Каждая тема, которая у нас есть, это будет там 80%, что это тема про котов, 20%, что это про собак. В нашем случае это было там какой-то вопрос, там признания, чаще всего. И также тема – это распределение слов. Мы берем в нашем случае, как в распределение дирехле, то все распределения это и есть распределение дирехле. Здесь мы считаем D – это количество всех документов, N – количество слов в документе, θ – это вероятность темы данного документа, Z считается уже сама тема, и V – это слово из темы. То есть какая наша цель? Это узнать из набора просто ответа человека, узнать какое-то общее слово, которое характеризует весь этот ответ. Вот. И с помощью вот этого размещения дирехле мы этого добились. Вот как это итеративно происходит. Сначала для каждого документа считается общая вероятность принадлежания к какой-либо теме. Потом внутри этого документа для каждого слова подсчитывается, выбирается тема, и для этой темы нужно нам найти какое-то общее слово. Так, например, там в кейсе с котами и собаками, да, если будет предложение про то, что там кошка пьет молоко и не любит собак, да, то есть есть здесь слово собака, но тут есть слово кошка и молоко.
И здесь по вероятностям получится, что вся общая тема этого документа это будет все-таки про котов больше. Вот, поэтому это довольно прогрессивный алгоритм, который ищет, то есть, контекст в словах, даже не опираясь на пунктуацию, там, на заглавные буквы там, или что-то такое, потому что здесь модель Back of Words просто вот слова и ищет в них зависимости. Вот, что у нас на входе есть вообще вероятность? У нас только есть данные, да, и у нас есть 3 неизвестных, которые нам нужно узнать. Тета из это скрытые переменные, и фи мы находим просто как распределение слов в каждой теме. Ну, там у нас в каждой теме, допустим, в том же там творческий подход, да, в творческом подходе, допустим, будет распределение слов, что самое первое там это креативность. Много людей пишут про креативность, но мы не хотим опираться только на количество вхождений слов, поэтому мы используем более интересный метод LDA и считаем темы. Люди пишут про творчество так или не так. Вот. Но одного алгоритма тоже мало. Да, сначала примерный результат. То есть вот в чем преимущество этого метода, то что мы еще можем видеть эти некие веса под каждое слово. И вот все наши темы, которые мы обозревали, то есть там профессиональное мастерство, интерес, это и есть как бы общая такая ДНК, которую мы можем узнать из всех анкет ценностей, которые заполняла наша компания, и найти уже упорядоченную такую формулу, по которой мы можем сравнивать, возможно, новых там людей, или как HR захотят применять эту информацию. Вот в поле для компании, поле от сотрудника, то есть это все отдельно просматривалось алгоритмом LDA, то есть 2 раза настроился на каждом для сотрудника и для компании. Так, но еще стоило проверить еще один алгоритм, то есть довольно распространенный он в уменьшении размерности датасета, то есть это как PCA, возможно, кто-то слышал. NMF также используется для уменьшения размерности, но в нашем случае он подходил и для обработки естественного языка. Вкратце, как он работает. У нас есть матрица V, большая матрица. Это матрица всех наших слов как раз по вхождениям. И NMF как раз это разложение матрицы с только позитивными элементами. Так как у нас здесь количество вхождений, то есть оно негативно быть не может, поэтому нам подходит этот метод. И наша задача состоит в том, чтобы разложить, у нас получается огромная матрица V, потому что это все вхождения всех слов во все документы. Это просто там тысячи на тысячи элементов, поэтому будет логично его как-то интерпретировать и уменьшить его размерность. В этом нам поможет NMF. Он разбивает, примерно разбивает, понятно, потому что не можно точно сказать, на какие там матрицы, но по линейной алгебре можно сказать, что матрица V на H примерно равняется V. То есть при том, что количество строк в матрице V должно равняться, в W должно равняться V, и количество столбцов в H должно равняться количеству столбцов в H. То есть так мы вот этот R, который, допустим, задается самим человеком, то есть это размерность вот колонки в V и строки в H. Это задается самим человеком. Это сколько тем? У нас там было 6, по-моему, тем. То есть мы уменьшили размерность там из 1000 на 1000 в 1000 на 6, потому что 6 это выбирает сам человек. Вот. И наши результаты по NMF тоже, оно уже не в виде формулы, но также отсортировано по по важности вкладу в эту тему. Допустим, тот же там признание. Первое место признавать, да, потому что все пишут, что они хотят признания, допустим. Вот, NMF также нам помог в этом. В поле сотрудника. Мы используем два алгоритма вообще для того, чтобы потом в будущем как бы сравнивать. Нельзя выносить решение только на основании одного алгоритма. В теории, как это все должно персонализироваться, то, что человек новый приходит в нашу компанию, заполняет такой же анкету ценностей, пишет там свое мнение по поводу индивидуального подхода от сотрудника,
и потом модель скорит его ответ и сравнивает с нашим, с нашим как бы корпоративным ДНК, так условно, если можно выразиться. Если человек там пишет в похожем ключе хотя бы, то есть не использует те же самые слова, да, потому что это можно было просто сравнить там, на вхождение слов. А если он пишет в похожем ключе, общая тема его, как бы, его предложений схожа с нашей компанией, то есть нам человек подходит по характеру, человек подходит нам с точки зрения софт-скиллов, поэтому, но также никто, да, не спасает от хардкодинга. Это было уже более такое рассмотрение в рамках нашего кейса как для компаний. Мы хотели посмотреть, насколько люди собственники и там что-то пишут про свой, допустим, да, ну, это просто анализ, который применяется там уже по требованиям. Мы можем найти там слова со свой или там какие-то цифровые характеристики, но также важно учесть, что этот хардкодинг нужно проводить до того, как мы проводим весь препроцессинг, потому что, ну, как видите, здесь есть и знаки пунктуации, там черточка, и там запятые, потому что слово «свой», он входит в стоп-слова, потому что один из этапов препроцессинга — это убрать стоп-слова, это такие, как там не, там какие-то там заменители, то есть там что, это все стоп-слова, которые стоит убирать. Мы моделировали наши вот алгоритмы LDA и NMF только на словах там сотрудник там берет себя, это тоже уже стоп-слово, которое исключается. Да, ну это еще рановато для... Пока, возможно, у вас какие-то будут вопросы. Я пока покажу, как это все экзекьютится. Вот, то есть это буквально один скрипт. Уже модель обучена, то есть это уже у нас есть какие-то данные, и человек, допустим, приходит в нашу компанию, заполняет анкету ценностей. Я ее вписал сюда вручную, чтобы сейчас это все не вписывать. Вот, допустим, человек вот заполняет такую анкету ценностей. Ну, это в теории может быть веб-форма какая-то. Приходит в нашу компанию, да, заполняет ее, и нам с помощью этих алгоритмов выдает некий скор тоже по каждой вот то, что он заполнил, выдается сначала результат NMF и результат LDA алгоритма, то есть чтобы мы могли сравнить, потому что они там дают, возможно, одинаковые результаты, возможно, не одинаковые результаты. Вот, поэтому в будущем, да, как это будет персонализироваться, вот есть уже некий скор, есть уже те, которые я вам показывал, наш результат всей компании. Эти слова как-то сравниваются по, возможно, просто будет по вхождению, возможно, именно вместе все отскорить и проверить какую-то там совместимость по одному, так же самое из алгоритмов там LDA, и узнать, человек подходит нам или нет. Вот, это, в принципе, вкратце про наш кейс все, что я хотел сказать. Вот. Возможно, у вас какие-то вопросы. Ну, в целом по NLP, да. Вот этот алгоритм NMF, мы из изначальной матрицы получаем 2. И на чем мы учимся? Так, был вопрос повторяю вопрос, про то, что мы получаем 2 матрицы в NMF, на чем мы учимся. Возможно, как-то я не так рассказал, но мы получаем одну матрицу, это V. Вот это V обычная. Это у нас одна матрица, это полностью наш back of words, то есть количество вхождений слов в каждый документ. Это просто числовая матрица и тоже не нулевая, потому что вхождение одного слова меньше нуля быть не может. Мы получаем только одну матрицу, большую, вот эту огромную такую матрицу, и с помощью NMF, в чем смысл вообще NMF, это разложить эту большую матрицу на 2 поменьше, потому что она большая, и нужно какой-то алгоритм уменьшения. То есть, например, может быть PCA, но нам он не совсем тут подходил, поэтому NMF, он разбивает матрицу V, вот эту большую, всех вхождений, на 2, которые поменьше. Вот. И эта матрица весов будет, и матрица вхождений слов. Вот, на вот этих 2 матрицах. Она разбивает эту большую матрицу на 2.
Так, ну если как бы еще есть вопросы или там как-то по-другому объяснить. Да. Там Cognitive Services ти говорив, так, що ви якби використовуєте аналізатор тексту, правильно? Мгм. Sentiment Analysis. Да. В общем, а він працює з російською нормально, там без проблем? Да, з російською працює. Был вопрос про Cognitive Service. Вот с русским языком он работает, но с украинским, да, есть проблемы. Поэтому цель как бы всех этих лекций вот и по NLP это, то есть как бы приобщить людей к использованию NLP вот в наших кругах, да, вот в СНГ, в Украине, в России, потому что ну как бы очень мало поддержки на самом деле наших языков есть в ну, так как английский в целом проще, даже в part of speech там тегинг, он есть уже готовый там из пакетов, он сразу ставится, а с русским там или украинским языком нужно еще более ну, какая-то предобработка и скачивать с гита там какие-то новые библиотеки. Вот, поэтому очень мало развития пока у нас вообще обработки естественного языка, но она есть, и да, Microsoft предоставляет, тут именно с русским пока есть языком. Поэтому, да, вот как раз на русском языке было и проверено, да. А вот как понять, вот, что именно вот писалось, можно сказать, руками, а какие сервисы использовались в Azure? Можно вообще как бы, ну, часть этой работы заменить просто каким-то сервисом, ну, может не Azure, может другим? То есть, например, напрямую скармливать анкеты без какой-то фильтрации, и этот сервис уже, по сути, построит там, скажем, вот эту вот ДНК компании или, ну, тому подобное. Как бы, какие есть готовые решения, а что надо самому делать? Так, вот был вопрос про какие есть готовые решения нашего кейса. Как раз вот есть, да, целый пак в Azure Cognitive Service по text analysis, вот он называется. То есть есть sentiment анализ, который дает positive-negative, а есть text analysis. Он в теории как раз и должен давать общую статистику слов, там positive-negative, какие-то вот, возможно, LDA, NMF там уже встроены, но проблема в том, что как раз, как уже был вопрос, там только английский. Да, вот в этом text-анализе только поддержка английского языка, неизвестно, когда появится наш язык, поэтому многие алгоритмы пришлось самим обрабатывать. Вот как раз единственное, вот как кусок целый можно было, он и был внедрен именно через Microsoft, это sentiment анализ. Он был использован, да. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание.